Здравствуйте, мои дорогие, любимые, мои ведьмочки, мои волшебники. Сегодня мы погадаем с вами на замечательную тему, что чувствует к вам прямо сейчас, когда вы смотрите это видео «Загаданный человек», ну, сегодня, да, и дальше мы смотрим его действия, самые ближайшие действия, то есть какие следующие шаги он предпримет по отношению к вам. И дальше мы посмотрим совет от высших сил по поводу ваших отношений. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Итак, я гадаю на этих двух колодах. Эту колоду пока что уберу в сторону. Но она, конечно же, мне понадобится очень скоро, потому что я ею буду дополнять каждую карту. Так, и колода Таро Инь-Ян. Это очень такая говорящая колода в плане личных отношений. Вот. Замечательная колода. Тут все понятно. По отношениям все хорошо рассказано. То есть она вот такая наиболее для вас открытая, да, для вас наиболее читаемая. И, соответственно, мы вместе что-то там сможем расшифровать. Итак, те, кто смотрит видео с самого начала, получают напутствие, послание высших сил. Представьте, что вы пришли ко мне домой. Мы решили попить кофе и сдвигаем 3 раза, чтобы погадать. Вот вы в моей компании сейчас находитесь, в моем поле, и мы общаемся. Итак, что тут говорят высшие силы? Я всемогущий. Магия, да, то есть у нас карта мага выпала. Вы действительно всемогущий. Вы в скором времени получите энергии 4 стихий. И у вас появится прекрасная идея, деятельность, может быть, какая-то интересная работа, может быть, это связано даже с вашим хобби. И также, конечно, все, что вы хотите для себя, то есть ту реальность, которую вы хотите видеть вокруг себя для счастья, начнет воплощаться в жизнь просто потому, что вы об этом думаете. Мысль творит нашу реальность, да, помните об этом. Поэтому начинается все с мысли. Вот сейчас загадайте то, что вы хотели бы для своего счастья в жизни, и оно будет исполняться. Итак, выкладываем 4 позиции. Первая карта – это тип ваших отношений, как их видят высшие силы на сегодняшний день. Я выкладываю на стол 4 карты. 4 карты. И мы украшаем их камушками. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Это можете просто на камушки не обращать внимания. Первый камень – аметист. Второй – дымчатый кварц. Третий – горный хрусталь. И 4-й у нас черный турмалин. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А я начинаю с самой-самой первой позиции. Остальные пока убираем в сторону. Итак, карты частично сбоку видно всегда. Камера это позволяет, кусочки их видно. Вы видите, что я их не трогаю. Многие начинают говорить, что вот, вы их потом меняете. Зачем? Зачем мне их менять? Я знаю карты наизусть, и что мне там подтасовывают. Тем более, что первая карта означает идентификатор ваших отношений. По ней вы ориентируетесь просто, какую позицию вам выбрать. Да? Может быть, вы пользуетесь генератором случайных чисел, или, может быть, вы пользуетесь своей интуицией или картой, да, первой. Итак, наш аметист. Это Демид скребется. Итак, первая карта, тип ваших отношений, что сегодня? Ну, сегодня у нас башня, значит, отношения под угрозой. Они могут быть разрушены уже, да, то есть или они в процессе разрушения. И, конечно, карта не очень хорошая, то есть те, у кого сейчас
состояние некоторого разрыва, разрозненности, скандал, может быть, ссора произошли, может быть, и там, не знаю, какие-то плохие вещи типа измены, может быть, недавно вы расстались совсем, да, то есть развелись, расстались, и тогда вот ваш идентификатор отношений – это башня. Если вы выбрали башню, а ничего такого нет, вам другую позицию нужно искать. Потому что, конечно, башня может показывать и дикую страсть, и то, что эти отношения многое разрушают сейчас в вашей жизни, ну, например, ваш брак, или там брак вашего партнера, партнерши. Но чаще всего это разрушение именно в ваших отношениях происходит. То есть все рушится, все ломается, все меняется. И значит, что обстановка скоро станет совсем другой или уже становится другой. То есть уже это в процессе, и вы это уже замечаете перед собой. То есть вы это видите ясно. Тут ничего придумывать не надо. Ну и здесь давайте дополним, в каком, ну так скажем, в какой карте оракула животных находятся ваши отношения сейчас. То есть, с одной стороны, мы выбрали карту Таро, да, а с другой стороны, вот, может быть, оракул животных еще что-то подскажет. То есть, в какой карте сейчас находятся ваши отношения. А вот опять же, видите, мы здесь нашли барана. Вот, во-первых, это карта упертости, да. То есть, карта, показывающая, что кто-то из вас явно перебарщивает в плане каких-то своих мыслей, установок, там, да, негативных по поводу отношений. Уперся как баран. Вот есть такие же выражения, да. Что ты уперся как баран или как ведешь себя как жертва, то есть как овечка, да. Ах ты, бедная овечка. Вот есть такие типы отношений, где один является жертвой, а второй является, получается, ну, неким карателем, что ли. Так выходит, да? То есть один вырастил эту овцу и потом ее съел, а второй является этой овцой, да? И также баран, то есть упрямый баран. Может быть, что ваш партнер ведет себя сейчас очень упрямо. Вот. Ну, конечно, здесь написано немножко другое, но мы здесь смотрим уже в разрезе отношений, да, в разрезе именно отношений ваших, а не того, что тут написано. Однако, вот, допустим, если учитывать эти слова, нужно создать безопасность и гармонию, да, все-таки в этих отношениях, вот они прям нуждаются. Почему выпала эта карта как, ну, допустим, даже как наставление какое-то, да, на тип отношений, что не хватает, может быть, в этих отношениях гармонии и безопасности, именно не хватает. То есть эти как раз животные, они постоянно находятся в обратной ситуации. И, конечно, больше всего им самим даже хотелось бы безопасности и гармонии в жизни. Хорошо, давайте посмотрим теперь, что человек чувствует на сегодняшний день по отношению к вам. Что он чувствует? Так, что чувствует? Тут карта перевернулась, я не могу ее игнорировать. Тут у нас реанимация. То есть она сама перевернулась. Это очень такой сильный знак. Здесь у нас, значит, 6 кубков. Тут, значит, эмоции властвуют над человеком, да, и человек как будто бы, видите, хочет что-то как-то вот восстановить, цветочки повяли, он пытается налить туда воды, и чтобы эти цветы снова ожили, вот смотрите. Кстати, это невероятно трудно. Вы когда-нибудь пробовали уже увядшие цветы взять и реанимировать? Вот скажите, было ли у вас такое? У кого получалось? Если у кого-то получалось, напишите, потому что это моя тоже проблема, одна из проблем, когда я покупаю цветы, и они повяли, их невозможно потом восстановить. Там бывает такое, что купишь цветы, а на следующий день они повяли, да? И смотрите, вот здесь у нас вот эта карта реанимации, но она именно про цветы. Вот человек понимает, вот чувствами прям понимает, у него столько эмоций, что очень сложно отношения реабилитировать, восстановить, так же, как цветы, которые уже повяли, да.
Хорошо, его чувства все-таки дальше ясновидит, да, то есть у нас тут жрица, и человек испытывает к вам все-таки притяжение, и он пытается о вас что-то узнать. Вот смотрите, она находится в трансе, и она общается с космосом, пытаясь поймать информацию. Вот человек сейчас всячески, может быть, пытается о вас узнать информацию. Но что это значит? Это значит, что этот человек может гадать на вас, может тоже смотреть видео по гаданиям, кстати. Очень часто такое бывает, да. И совершенно точно этот человек, ну, просто даже пытается, там, может быть, увидеть вас во сне, думает о вас на ночь, пытается разгадать ваши мысли, следить за вами в социальных сетях. То есть у него есть к вам платонические чувства, привязанность, любовь, может быть, но сейчас он всеми силами пытается что-то просто вот как понять про вас, узнать про вас, почувствовать что-то о вас, понимаете? И, соответственно, у человека, скорее всего, все-таки есть интуиция, она развита у него, чуйка развита, и этот человек на самом деле более чувствительный, чем мы могли о нем подумать изначально. То есть, когда видели нашу овцу или нашего барана, да? Хорошо, давайте здесь добавим все-таки от оракула карту. Это прямо интересно. Ну, тут у нас, видите, вот получается маленькая птичка. Ну, скорее всего, это типа канарейки, да. И я так понимаю, вот по этой карте, человеку буквально хочется спокойной жизни, безопасной, опять же, жизни, да, вот заметили. И да, это я вспомнила, это синичка, канарейка, синичка. Вот такое чувство, что он как будто бы хочет активизировать свои какие-то, правда, что экстрасенсорные способности, чтобы что-то о вас понять. Вот представляете, вот опять же карта это подтверждает. Соответственно, когда я вижу эту карту, я понимаю, что этот человек испытывает к вам чувства, что у него есть к вам большое притяжение. Просто ему сейчас невозможно, видимо, с вами так полностью общаться, да, и он пытается вот третьим глазом вас прощупать. То есть вы можете это чувствовать, на самом деле чувствовать. Скорее всего, он о чем-то может жалеть, но ему главное теперь как будто взять и улучшить, восстановить отношения, просто не знает как. Хорошо, его ближайшие действия, то есть его следующие действия по отношению к вам. Понимаете, следующее действие может быть хоть когда. Почему? Потому что некоторые люди там застревают, да, где-то. И просто смотрим именно следующее действие его по отношению к вам. Так, следующее действие у нас взаимообмен. Ну, все-таки, да, все-таки это у нас двойка кубков, и человек может что-то вам писать, дарить, признаваться в любви, попытается наладить отношения. Есть такое здесь, есть, слава богу, аллилуйя. Потому что двойка кубков выпала, это ваше благословение, так скажем, вдруг, если вы хотите восстановить эту связь, двойка кубков как нельзя лучше показывает вот тот момент, что это возможно, что это реально, и что вы будете, скорее всего, вместе, если вы этого хотите теперь уже, да. То есть этот человек сделает шаги, следующее его действие – это шаги по отношению к вам, какие-то подарки, признания, знаки внимания, просит прощения, да, то есть это уже хорошо. Но я здесь добавляю карту, и это карта коза. Вот понимаете, вам нужно обращать внимание и на животных тоже. Почему? Потому что, коза – это хитрое животное, очень хитрое животное. И, соответственно, когда мы ее видим, мы понимаем, что человек может даже из себя изображать что-то. Ну, вот, например, козы умеют притворяться. Вот одни из таких немногих животных, кто может, там, допустим, заметить, да, что за ней ухаживают, любят, когда у нее там ножка болит, и она потом ходит, бекает, мекает и ножку свою подгибает, когда уже давно здорова, понимаете? То есть вот в этом тут суть, да, что может быть такое. Человек как бы, знаете, умеет манипулировать. Вот я это так вижу здесь. Однако и на карте написано, да, что этот человек именно хочет союза.
и будет добиваться того, чтобы объединяться с вами. То есть он будет искать с вами союза. Это очень хорошо, я считаю, что это как бы тоже свой знак, да. Так, несмотря на то, что он такой манипулятор, он ищет союза. Хорошо. Смотрим теперь совет высших сил для вас. Ну, то есть, а что надо вообще в этих отношениях сейчас? Как быть, что делать? Здесь мы видим, значит, карту нехватка. Это 5 пентаклей. Да, вам обоим друг друга не хватает. Вы, если хотите быть в этих отношениях, может быть, стоит это показать или, наоборот, вызвать в человеке все большее чувство того, что ему вас не хватает. Ну, то есть, понимаете, иногда, когда ты показываешь, что тебе кого-то не хватает, выглядит это несколько навязчиво, правда? А когда ты игнорируешь человека, ему тебя не хватает, это уже выглядит не навязчиво совершенно, а наоборот, это выглядит так, что ты вызвал в нем чувство вот это, того, что ему тебя не хватает, понимаете? И это уже очень хорошо, я считаю, что вот, может быть, стоит прислушаться к этому, что вы можете вызвать в нем чувство вот это, да, что ему вас не хватает. Дальше у нас тут сорока. Вот, и вот смотрите, мы понимаем, что через птиц с нами разговаривают ангелы, высшие силы на вашей стороне на сегодняшний день. Вообще в древности сорока символизировала все движущие силы, как внешней, так и духовной природы. Она предсказывала перемены и некоторое даже преображение. Вообще сороки, они держатся вместе всю жизнь, они являются символом верности до самой смерти. Вот опять знак, да, вот ангелы, они говорят с нами, они дают совет, что вы можете здесь поддержать отношения, когда человек проявит себя, и добро победит над злом, то есть она вас защитит от опасности, от невзгод, это карта, это сорока, да, и вы, ну, сконцентрируйтесь просто на том, чтобы духовно соединяться с человеком, а не на физическом уровне, да, то есть вот у него уже с вами есть духовная связь по жрице, и значит, что ну, высшие силы дали, так скажем, ну, надежду этим отношениям дали, поэтому тут можно, ну, как бы просто подождать, да, что отношения восстановятся и все будет, в принципе, хорошо. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Дымчатый кварц. Смотрим чувства, действия следующего человека по отношению к вам, совет высших сил по отношениям. И первая карта — тип ваших отношений по мнению высших сил на сегодняшний день. Что у нас тут есть? Карта взаимодействия, это у нас тройка жезлов. Но карта, она показывает, что люди действительно очень сочетаются друг с другом, они много могут общаться друг с другом, помогать. Вот. И также, ну, здесь есть чуть-чуть намек на любовный треугольник, но это в редких случаях, конечно. Чаще всего это совместная дружба, взаимопомощь, доверие, наоборот, да, и планы на будущее. Совершенно точно здесь должна быть все-таки хорошая пара с хорошими отношениями на сегодняшний день. Совершенно точно по этой карте люди, ну, могут быть длительное время вместе, у них хорошие перспективы. То есть высшие силы сегодня на вашей стороне. И я считаю, что это прекрасная карта. Когда, скорее всего, тот человек, которого вы здесь загадали, строит планы на будущее совместно и дальше что-то там хочет вместе там поделать, да, там может быть там совместное проживание или еще что-то. Давайте добавим карту из оракула животных. Гусь. Гусь, ну, гусь — это тоже такая карта, в принципе, это семейная, я бы сказала. Это неплохая карта. Она, конечно, показывает здесь, что этот человек настроен уже точно на отношения, да, и я считаю, что этот человек готов с вами создавать общую стаю гусей. Вот. И это неплохо тоже.
Вообще, мне нравятся гуси. У нас есть гуси недалеко от дома озеро, и там живут гуси, да, там живут гуси, и их ровно 6 штук. И вот они, эти 6 гусей, они вообще всегда просто вот вместе, да, вместе, несмотря ни на что. И вам нужно это понять, что этот человек, он, ну, как бы такое чувство хочет быть с вами, несмотря ни на что, поддерживать стаю, он ради вас может на кого-нибудь нашипеть, да, и ну, я считаю, это неплохо. Я считаю, что это неплохо. Карта сама по себе показывает, этот человек будто бы является вашим, не знаю, проводником в невидимый параллельный мир. То есть он открывает вам что-то в жизни новое, интересное, захватывающее, то, что вы раньше совершенно даже не думали, не знали, что ли, о своей жизни, о себе, о внутреннем мире других людей, вообще о чем-то духовном. Может быть, вот тот человек, которого здесь загадали, да, для отношений, он является для вас каким-то стимулятором к духовному росту, но не в негативном смысле, а просто вот просвещает вас. Можете вместе чем-то таким интересным увлекаться, там, не знаю, психологией, эзотерикой, астрологией. Вот как-то так увлекает он вас в какое-то что-то интересное. Хорошо, давайте посмотрим его чувства на сегодняшний день. Обучение. Тут у нас, значит, с вами карта, по-моему, это у нас король жезлов, да, король, наверное, жезлов. Карта показывает, что женщина думает о семье, о детях, обо всем таком, да. Это, наверное, тогда у нас рыцарь. Понимаете, тут у нас не делится на рыцарей, королей, королев, пажей, а тут обучение жезлов. И вот это обучение жезлов показывает концентрацию, да. То есть женщина думает о доме, о семье, а мужчина взбирается наверх. И вот чувство, да, чувство, я хочу достижений, я хочу взобраться на вершину мира, мне хочется самореализоваться, да. Ты мечтаешь о другом, о том, чтобы у нас были серьезные отношения, чтобы все было хорошо, чтобы была крепкая семья. Мы можем объединить усилия или можем в своих стремлениях быть абсолютно разными. Вот понимаете, каждый же человек несет свою функцию, да. И мне кажется, этот человек все-таки на вас как-то настроен более-менее. То есть, если вы не будете мешать реализации, его самореализации в жизни, то вы его просто дополните. То есть вы будете свою функцию нести, там, домашнюю, да. Этот человек будет стараться прийти наверх в плане своих достижений, там, карьеру построить, бизнес построить. Одно другому честно не мешает. Но если вы начнете мешать, он вас, скорее всего, подвинет. Вот задумайтесь над этим. Пока что, я так могу сказать по этой карте, что он вас, в принципе, любит, но вам нужно быть осторожнее, не мешать его планам к саморазвитию и продвижению вверх. Если вы увидели, что человек пропадает на работе, и действительно на работе, да, то есть вы это поняли, что это действительно на работе, вам не стоит ему мешать, пытаться тянуть одеяло на себя, говорить, что он не уделяет вам времени. Так, давайте дополним здесь. Бобер. Вот бобер, он тоже любит работать. Этот человек сосредоточен в жизни на том, чтобы реализовать себя. Но бобер – это семейная карта, честно вам скажу. И тоже может говорить о том, что человек так-то строит с вами планы на будущее, понимаете? Он строит с вами планы на будущее, это все хорошо. Но не мешайте ему себя реализовывать. Если вы начнете мешать, все, это как бы конец фильма. Если вы начнете кричать, говорить, что вам не хватает того, сего и 5-го, и 10-го, и не хватает там внимания, и ему как ты себя вообще ведешь, где ты опять, почему ты там на работе застрял, почему ты уехал в командировку, ай-яй-яй. Это сожрет ваши отношения махом. Вот прям вот вы даже оглянуться не успеете, а отношений уже нет. И вот это проблема, потому что этот человек, он хотел бы с вами отношения, он на вас надеется на сегодняшний день.
И значит, вы ему дороги, и значит, тут есть надежда на лучшее будущее. Хорошо, давайте посмотрим его следующие действия по отношению к вам. Какие действия у него будут, что он собирается предпринимать, да, что будет делать. Опять же, обучение, но мечей. Видите? Он может вам что-то рассказывать, показывать. Вот карта выбора, опять же. Видите? То есть идет такое, что он предлагает идеи, вы можете отметать идеи или принимать эти идеи. Вы ему предлагаете идеи, что-то вместе изучаете, общее хобби, может быть, обсуждаете какие-то общие интересные дела, что-то одно оставляете, что-то другое убираете, да. То есть это может быть даже какая-то совместная работа у вас с этим человеком. И он постарается вас заинтересовать всеми силами, общаться с вами на тему разных интересных вещей. Вообще этот человек больше как, знаете, выглядит для меня как интеллектуал какой-то, у которого много разных интересов, и он может этими интересами буквально вас завораживать, потому что вы открываете для себя буквально другой мир, но вы можете с ним поделиться своими интересами. Это будет увлекательная беседа, то есть его ближайшие действия, самые следующие, да, это будет увлекательная беседа, времяпрепровождение вместе, обсуждение каких-то хобби, дел, планов, общих интересов. Вот так. Ого. Это же у нас типа как тасманский дьявол, наверное, да? Керберос. Может быть, что-то даже будет человек, не знаю, мистическое рассказывать, например. Ну, это вообще, это нет, это не тасманский дьявол, это Цербер же. Керберос, Цербер. Что же я сегодня так туплю? То синичку с канарейкой перепутала, теперь Цербера с тасманским дьяволом. Смотрите, конечно, Цербер это даже не настоящее существо, да. Мне кажется, он вас будет посвящать в азы какой-то эзотерики, вот такое чувство, или как мистику какую-то рассказывать, может быть, легенды. То есть не только вам знания какие-то передавать, да, там обучение или там совместное что-то, интересы, хобби, разговоры, да, а именно что-то еще мистическое может рассказывать этот товарищ. Ну и на карте видно, да, что речь пойдет, может быть, о подсознании. То есть человек может даже вместе там проходить какие-то тренинги, заказывать всякие психологические, там, гипнозы, консультации разные, там, ченнелинг, прошлой жизни, что-то вот он вас будет погружать в такое прям что-то мистическое, интересное. Подсознание ваше расковыривать и свое тоже. Такой, знаете, очень интересный человек, чем-то таким интересуется, да? Потрясающе. Так, смотрим дальше, что посоветуют высшие силы по поводу отношений. Вовлечение, да, двойка мечей. Нужно друг другу помогать, нужно привлекать человека к каким-то общим делам, целям. Соответственно, да, раз это такой развитый человек, он может совместно с вами что-то делать. А раз он может совместно делать, ему будет с вами интересно, и это будет вас все больше сближать. Вы знаете, вот я раньше, когда работала с людьми по поводу именно личных отношений, очень много, я часто советовала что-то вместе пережить. Яркое. То, что никто из вас раньше до этого не переживал. И когда ты так делаешь, ты никогда не сможешь забыть человека. Никогда. То есть общие впечатления, пережитые вместе, они соединяют людей раз и навсегда. Вот если вы хотите с этим человеком построить серьезные отношения, быть вместе или там продолжить серьезные отношения, нужно просто вместе переживать яркие моменты. Там, прыжок с парашютом, на тарзанке, там, спуск первый с горы на лыжах или еще что-то. Та же эзотерика, там, да, там посвящения разные. Видите, собакам. Нужно быть преданным в отношениях, верным и добрым, любящим. Нужно уметь быть тем, кто никогда не подставит, да, это очень дорогого стоит. Человек, которого вы загадали, он ценит это. И он такой нормальный человек, поэтому если вы будете верны, если вы будете добры, заботливы, то отношения точно будут продолжаться. Ну и вместе какие-то совместные дела нужны. Ну вот такая вот у нас вторая была позиция.
такая неординарная. Потому что человек здесь тоже такой необычный, да. Хорошо, смотрим дальше. Наш горный хрусталь. Позиция номер 3. Разглядываем ваши отношения, рассматриваем, да. И первая карта показывает, как ваши отношения видят высшие силы, тип ваших отношений на сегодняшний день. Это у нас решительность. 6 мечей. Ну, тут состояние такое, да, что я все-таки возьму тебя за руку, и мы вместе куда-то пойдем. То есть нужно принять было это важное решение, быть вместе и держаться друг друга. Все-таки здесь это на первом месте, да, вот то, чтобы люди вели друг друга, да, вот один ведет другого. Здесь мужчина лидер, женщина идет за ним, и мужчина заинтересован в отношениях, но ему нужно было сделать шаг. То есть, скорее всего, он его делает в процессе или сделал только что. Состояние перехода в отношениях совершенно точно есть. То есть здесь я считаю, что сейчас в отношениях какая-то перемена идет. Допустим, совместный переезд. Может быть, поездка куда-то. Вот я тебя беру за руку, отведу куда-то, отведу, что-то покажу. Вот. И, соответственно, или мы возьмем и от всех сбежим, да. То есть вот такое какое-то состояние в отношении, но вместе, все-таки за руку держатся вместе. Дальше мы видим паука. Кстати, заметили, здесь вот в этой колоде пауков в паре изобразили, хотя пауки это одиночки, они редко живут в парах. Вот. А здесь именно парных пауков изобразили. Вот тоже интересно, как индикатор ваших отношений, да. Отношения вплетаются в судьбу каждого из вас, как паук плетет свою паутину. И, соответственно, я считаю, что паук это мистическое существо все-таки какое-то, да, и оно может, ну, показывать, что отношения все-таки какие-то, ну, судьбоносные, например, отношения какие-то для вас важные, вот те, которые вы здесь загадали. И, соответственно, значит, у отношений на сегодняшний день есть все-таки судьба, будущее, да, совместная судьба. И эти отношения для вас кармические. Вот я считаю так, что паук, он плетет судьбу, он плетет паутину судьбы, вплетает друг друга, ну, в судьбу другого, да, как бы одного в судьбу другого и наоборот. Так, смотрим дальше, что человек чувствует на сегодняшний день по отношению к вам. Здесь у нас, значит, суд. Я подводит итоги. Человек сделал свои выводы по поводу отношений. То есть отношения пережили, может быть, кризис. Или эти отношения долго проверялись, да, человек их проверял очень долго. Он не мог, может быть, когда-то осознать полностью свои чувства. В отношениях могло быть даже много проблем, испытаний. И пройдя испытания, человек понял, что любит. То есть он подвел итоги. Подвел итоги, берет вас за руку и куда-то тянет, да. Вообще эта карта суд, она часто показывает и возрождение в чувствах, и реабилитацию в чувствах. То есть человек понял, насколько вы важны в его жизни и насколько вы нужны ему. И что у вас кармическая связь, что у вас судьба. Опять же, суд подтверждает судьба. И те, кто в его жизни был, отсеялся, не прошел проверку, а вы эту проверку с достоинством прошли. Понимаете, как еще вот... Так, смотрим еще карту. Здесь аист сразу же подтверждает, что у человека к вам есть любовь, серьезные намерения. И, соответственно, он настроен полностью на семью здесь. Видно это по аисту. Аист никогда не бывает просто так, но он является символом переезда, перелета и построения гнезда своего. Поэтому этот человек очень может хотеть с вами построить, там, свить совместное гнездышко, построить новый мир, новый дом, там, купить квартиру или еще что-то, обустроить все, переехать вместе в другую страну, даже иногда переехать, потому что аист часто показывает и длительные переезды там, на далекие расстояния, там, другие страны. Это очень часто бывает по аисту. Вообще карта аиста невероятно положительная. Чувство у человека здесь точно есть. То есть мы одной картой другую подтвердили,
что он считает, ну вот судьба эти отношения, понимаете, судьба. Значит, вы этому человеку 100% нужны. Так, давайте теперь посмотрим его следующее действие по отношению к вам. Здорово! Карта счастья, 10 кубков. Но этот человек может позвать вас на пикник, на море, просто провести время вместе как семья, или быть вместе с семьей, да, то есть быть рядом, душой друг с другом. Карта очень светлая, хорошая. Но вы только посмотрите, как мило они сидят вместе, шарики там свои пускают, это все вот, ну очень мило. Вот этот человек, конечно, устроит вам небо со звездами, там, да, и рассматривание этого всего там Млечного Пути, может быть, у моря, там, у воды, и там вместе побыть, и вот это вот все свидание, я не знаю. Следующее его действие очень-очень романтичное и хорошее, светлое. Тут даже дело не в каких-то подарках, там, не в каких-то вот этих вот дорогих вещах, нет. Тут душевная близость, очень будет сильная душевная близость, и человек будет прям рядом с вами вот находиться, да, обнимать там, давать свое тепло. Но это дорогого стоит, честно. Вот лебедь. Лебедь — это символ верности и любви. Символ очень таких долгих, серьезных отношений и трепетного отношения к человеку. То есть он будет всячески вас беречь, заботиться о вас, признаваться в любви. То есть вот его следующее действие самое-самое лучшее. И ну, не может же такого быть, что вот так совпало, да? Что и 10 кубков, и тут же лебедь. Но это только высшие силы могли послать такие карты, чтобы у вас вот, был знак, что человек будет в вашу сторону иметь лучшие самые действия и намерения, понимаете? Лучшие. Так, смотрим теперь совет высших сил по поводу отношений. Ну, здесь у нас, значит, я заслужил. Видите, справедливость. И карта показывает, что все должно быть по заслугам, по справедливости. Если вы видите, что человек добрый, хороший, заботливый, любящий, приятный, вы отдаете ему свое тепло в ответ. Если вы видите, что человек злой, гадкий, критичный, саркастичный, то может даже и ударить. Там, вот знаете, есть такие очень злые люди, мужчины особенно есть, бывает, встречаются, пьют, с друзьями уходят куда-нибудь, ведет себя похабно. Все, вы должны ответить ему, ну уж не то, что тем же, а игнорированием, молчанием и уходом из отношений. Только так, это стандарт, это нормально. Вот ненормально делать что-то другое в этих ситуациях. Типа прощать, любить, говорить, что у него было трудное детство, да, вот это все, это ненормально. Нормально уходить, когда человек плохой. И нормально оставаться, когда человек любящий, и хороший, и заботливый, понимаете? Здесь у нас, значит, вот такой вот типа ястреб, что ли, да, или как вот он, сокол, не знаю. Я в них не очень понимаю, но карта показывает, что человек должен перед вами показывать свое благородство. Если он показывает себя благородным человеком, честным, там, любящим, да, и тем, который рассуждает только по справедливости, опять же, то значит вы отвечаете ему тем же и даете любовь на любовь. Но если вы видите что-то другое, вы опять же должны понимать, что все должно быть по заслугам. То есть, если вы не видите благородства в человеке, значит, вы с вариантом-то ошиблись, да? И значит, ему нужно наподдавать и идти от него подальше. Вот, поэтому здесь все четко. Но я вижу здесь очень хороший прогноз. И если вы узнаете первые карты, да, что тип ваших отношений, значит, и дальше будет лучше. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы идем дальше к позиции номер 4. Чувства на сегодняшний день, когда вы гадаете. Дальше следующие действия человека по отношению к вам и совет высших сил. Смотрим. Наш черный турмалин, камень колдуна. Давайте смотреть тип отношений, в какой карте высшие силы видят ваши отношения. Это карта необходимая, двойка пентаклей. Ну, карта показывает, что женщина мечтает о семье, о доме, а мужчина
начинает строить, да? Я так понимаю, что он начинает строить, воять и всячески стараться, может быть, уже закладывает первый камень, фундамент. Вот. С другой стороны, карта может показывать, что вы этому человеку сейчас необходимы, да? Что вы нужны друг другу. У каждого из вас есть свои цели, но вы нужны друг другу. Да, в отношениях может быть некий выбор, то есть состояние чуть-чуть качелей таких, да. Но все-таки человек смотрит на вас, он хочет быть с вами, он ждет вашего внимания, и он видит перспективу, он видит то, о чем думаете вы. А женщина чаще всего думает о доме, о семье, о детях, как тут нарисовано, да. То есть вот он считает, что, может быть, это какие-то хорошие мысли. Он со своей стороны пытается что-то закладывать, да, фундамент сейчас в этих отношениях закладывается, совершенно точно. Или они пытаются с его стороны, да, как-то продолжаться, вот как он считает, что нужно продолжать. Тут у нас, значит, олень, такой красивый, благородный, рогатый олень. Символ ваших отношений, да. Ну, конечно, карта показывает благородство этих отношений и то, что они довольно-таки перспективны. Однако она показывает и страсть между вами, то есть, что отношения держатся еще и на сексуальном импульсе друг к другу. И, соответственно, на сегодняшний день еще пока не ясно всего, да, в этих отношениях. То есть еще нет четкой определенности, однако есть много силы этих отношений, много энергии в них. Хорошо, давайте посмотрим чувства его по отношению к вам. По этой карте еще больше будет понятно. Слушая себя, 9 мечей. Ну, что-то человека явно немножко расстраивает, да? Что-то чуть-чуть его выбивает из колеи в этих отношениях, что-то он переживает. С одной стороны, с другой стороны, он хочет себя понять, себя, как говорится, послушать и осознать свои цели полностью, да. То есть он уже закладывает фундамент, он уже понимает ваши цели, ему нужно просто вот чуть-чуть себя послушать свою душу и понять себя, да, разобраться в себе, но он уже как бы чувствует, что вроде как это его отношения, вроде как у него есть любовь. То есть, однако, ему нужно вот что-то еще немножко в себе разобраться. Его это расстраивает, его что-то расстраивает. Может быть, из прошлого, знаете, вот бывает такое. Тут еще у нас белочка выпала. Бывает такое, что человека, как сказать, травмировали, да, в прошлом. Была психологическая травма из-за отношений. И он теперь просто дует на молоко. Ему хочется буквально совет высших сил, да, или мудрости при принятии решений по поводу отношений этих. И, соответственно, у него чувство есть чуть-чуть такой разрозненности, с одной стороны суетливости, с другой стороны, а все-таки и он понимает, что у него есть к вам любовь. Вот как бы так вот. Ну, бывают такие люди. Не все вот просто вот влюбились и решили жить вместе. Есть те, которые сомневаются, есть те, которые боятся буквально там, да, продолжения отношений. Что-то было не так, может быть, уже в ваших отношениях были какие-то испытания, или в прошлой жизни там его, да, ну, там в прошлых отношениях. И, соответственно, не все люди вот так вот из огня в полымя сразу же раз, с головой нет. Он что-то продумывает, что-то просчитывает. То есть вот такой человек. Давайте посмотрим его следующие действия по отношению к вам. Новое начало, видите, 7 пентаклей. Опять идет построение, закладка фундамента. Мы опять видим этот фундамент. Вот он камень, вот он этот камень. Мы видим, уже здесь начинают сваи, да? Или как они там вколачивать. То есть фундамент строить у дома, вашего дома. Следующее его действие — строительство этих отношений, строительство дома, закладка фундамента и все такое прочее. То есть человек-то перейдет все-таки к серьезности, к активным действиям и к тому, чтобы быть вместе окончательно и бесповоротно. Это будет его решение. Никто на это решение не повлиял искусственно, да. То есть он сомневался в себе, ковырялся в себе, слушал себя и понял, что он должен быть с вами. И он перейдет к действиям. Он уже сейчас перешел, и будет просто продолжать, понимаете? Но я не вижу в нем, конечно, много романтики. Он скорее сосредоточен на семье, вот прям на семье, на доме, на том, чтобы тут было общее хозяйство, там, я не знаю. Медведь, вот он медведь, сразу же понятно, что его следующее действие — это ваша берлога, да?
то есть общая берлога. Он будет вас защищать, но он не расторопный, как медведь, или тяжеловесный, как медведь. То есть не в плане его веса физического, а в плане его морального веса. То есть когда человек буквально не умеет быть тонкочувствующим, таким вот романтичным, вот подбирать слова. Вот у него этого нет, к сожалению. У него есть другое. Я твой защитник, я за тебя горой, я хочу наш дом, я хочу нашу семью, я разобрался, я понял, и у нас все будет. Все. То есть я буду обеспечивать, там, я не знаю, да, там, быть с тобой, исцелять твою душу, исцелять свою душу. Но нет у него вот этой сюси-муси. Ну, не бывает у него такого. И может, вам этого хватает, может быть, не хватает. Вы можете его этому научить. Но он с серьезными к вам намерениями. Понимаете? Давайте посмотрим совет высших сил по поводу этих отношений. Здесь у нас, значит, карта пройденная, 9 жезлов. Вот помните, я говорила, да, что на него влияет прошлое. Оно у каждого из вас есть. И, соответственно, когда мы видим прошлое здесь, уже пройденный путь, мы понимаем, что да, есть негативный опыт. Причем у него есть негативный опыт, у вас есть негативный опыт. И что вы с этим сделаете? Ну ничего, только начать доверять друг другу, проверить друг друга, понимаете? И, конечно, мы все применяем наш горький опыт из прошлого и пытаемся жить дальше. Вот вам нужно сосредоточить его и сосредоточить себя на том, чтобы перестать вспоминать прошлое и просто жить дальше, просто идти вперед. Что у всех бывают ошибки, принимаем опыт и идем вперед, да? Вот карта волк. Она всегда показывает крепкие пары. Волк выбирает свою волчицу на всю жизнь. Понимаете? И здесь совет, да, быть верным. Быть верным, идти вперед, работать над отношениями, одухотворять эти отношения. Проявлять себя именно как человек, который кроме этих отношений ничего не хочет. Если вы хотите быть в этих отношениях. Если вы действительно хотите быть, нужно так и проявлять себя. Я хочу быть. То есть заявить об этом. Не просто заявить там: привет, я хочу с тобой быть, да? А несмотря на горький опыт, мы с тобой продолжаем жить вместе, быть вместе. Мы смотрим в одну сторону, мы надеемся. И мы усваиваем уроки. Да, было вот так, но так больше не будет. Мы будем продолжать жить дальше. То есть я с тобой, я вместе, я хочу быть с тобой. Вот вам прям вот это проговаривать, может, иногда надо. Я хочу быть с тобой, я с тобой, я держу тебя за руку. Я поддерживаю тебя, я защищаю тебя, я люблю тебя, ты молодец. То есть хвалить иногда. И, конечно, тогда, если концентрации вашей на негативе не будет, человек это поддержит, эту инициативу. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч!